Всем привет! В этом видео приготовим 5 блюд с яблоками. Первым приготовим быстрый рулет с яблоками. Его удобно готовить, так как начинка запекается сразу с бисквитом, и приготовление не занимает много времени. Все яблоки разрезаем на 4 части и вырезаем серединку с семенами. Всего понадобится 5 средних яблок. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. К яблокам насыпаем 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Готовим бисквитное тесто. В миску разбиваем 4 яйца. Разделяем их на желток и белок. Белки выливаем в миску, а желтки отдельно в стакан. К белкам насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать миксером. Белки немного взбились, постепенно насыпаем к ним 80 грамм сахара. Сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. Белки уже взбились. Добавляем к ним по одному желтки. После каждого хорошо взбиваем миксером. Все вместе взбиваем еще примерно 1 минуту. В сито насыпаем 100 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Муку с разрыхлителем просеиваем ко взбитым яйцам. Добавляем в 2-3 подхода, каждый раз недолго перемешивая миксером на небольшой скорости. Тесто готово. Противень от духовки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем яблочную начинку. Равномерно распределяем ее по всей поверхности противня. Сверху на яблоки выливаем приготовленное бисквитное тесто. Его тоже распределяем по всей поверхности яблок. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Бисквит с начинкой испекся. Достаем его из духовки и даем остыть буквально 2-3 минуты. Бисквит должен быть горячим. Сверху на бисквит кладем доску и все переворачиваем вверх дном. Снимаем пергаментную бумагу. Бисквит вместе с яблочной начинкой сворачиваем в рулет. Оставляем рулет до полного остывания. Остывший рулет нарезаем на порционные куски. Рулет с яблочной начинкой получился очень вкусным и сочным. Яблоки прекрасно пропитывают мягкий воздушный бисквит. Готовится такой рулет просто из самых доступных продуктов. Он прекрасно подходит для семейного чаепития. Вторыми приготовим блины с яблоками. Это очень вкусное блюдо, от которого никто не сможет отказаться. Также в этом видео я покажу, как быстро приготовить блинное тесто. Сначала приготовим тесто для блинов. В стакан блендера наливаем 500 мл молока. Разбиваем 4 яйца. Сюда же добавляем 1-2 столовых ложки растительного масла. Насыпаем 1/4 часть чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара.
В самом конце насыпаем 200 грамм муки и сразу же взбиваем до однородности. Последовательность ингредиентов должна быть именно такая, чтобы мука не приклеилась к стенкам чаши блендера. Готовое тесто переливаем в миску и оставляем отдохнуть на 15 минут. Пока отдыхает тесто, приготовим яблочную начинку. 1 кг яблок моем и разрезаем на четвертинки. Яблоки очищаем от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем маленькими кубиками. В сковороду кладем примерно 1 столовую ложку сливочного масла и 4 столовых ложки сахара. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем все подготовленные яблоки. Все перемешиваем. Через некоторое время яблоки пустят сок. Периодически перемешивая, тушим яблоки на небольшом огне, пока не испарится вся жидкость. В самом конце добавляем 1 чайную ложку молотой корицы. Яблоки перемешиваем и снимаем с огня. Жарим блины. Перед первым блином сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. На сковороду выливаем половину теста и равномерно его распределяем по всей поверхности. Когда поджарилась одна сторона, переворачиваем блин на другую сторону. Так готовим все блины. Из этого количества теста на сковороде диаметром 24 см у меня получилось 16 блинов. Начиняем блины. Берем один блинчик и выкладываем на него примерно 1 столовую ложку яблочной начинки. Начинку кладем только на половину блина. Сверху начинку накрываем второй половинкой блина и еще раз складываем вдвое. Так начиняем все блины. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом и выкладываем 4 начиненных блина. Блины немного обжариваем с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Когда блинчики поджарились с двух сторон, снимаем их и сразу же подаем на стол. Блинчики с яблоками получились очень вкусными и румяными. Готовятся они несложно и нравятся всем, как взрослым, так и детям. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Третьим приготовим пирожные розочки. Готовится оно несложно, а выглядит очень эффектно и необычно. Сначала подготовим яблоки. Большое яблоко разрезаем пополам. У каждой половинки вырезаем семенную коробочку и хвостик. Половинки яблока нарезаем на тонкие пластинки. Для этого пирожного лучше всего подходят яблоки красного цвета. Всего мне понадобилось 5 крупных яблок. В сотейник наливаем 200 мл воды и насыпаем 2 столовых ложки сахара. Ставим на огонь. Когда сироп закипит, кладем часть нарезанных яблок. После закипания сиропа с яблоками варим примерно 1-2 минуты. Все зависит от толщины яблок. Как только яблоки начали гнуться, вынимаем их из сиропа на тарелку. Будьте внимательны, не переварите яблоки. Таким методом подготавливаем все яблоки. Когда сироп закончится, делаем следующую порцию сиропа и опять варим яблоки. Мне понадобилось 3 порции сиропа. Форму для приготовления кексов смазываем сливочным маслом. Берем лист покупного слоеного бездрожжевого теста и раскатываем его примерно в 2 раза. У меня каждый лист весит 225 грамм. Раскатанное тесто разрезаем на 4 длинных полоски. Ширина каждой полоски примерно 4-5 см. Берем 4 столовых ложки сахара и насыпаем 2 чайных ложки молотой корицы. Все перемешиваем. Готовим пирожное. Кладем полоску теста. Посередине насыпаем примерно 1 чайную ложку подготовленного сахара с корицей. На полоску теста выкладываем внахлёст подготовленные пластинки из яблок. Примерно половина яблока должна лежать на полоске теста, а вторая половина выступать. Полоску теста складываем вдвое, накрывая яблоки. Сверху кладем второй ряд яблочных пластинок. Все сворачиваем в рулетик. В конце хорошо залепливаем тесто. Таким методом готовим все розочки. Из 900 грамм теста и 5 больших яблок у меня получилось 16 пирожных. В каждую формочку ставим подготовленную розочку.
Если таких формочек нет, то пирожное можно просто поставить на противень и так выпекать. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 35-40 минут. Пирожные розочки получились очень красивые и необычные. Готовится несложно и получается вкусным. Такие розочки отлично подходят в качестве сладкого подарка. Они удивят и приятно обрадуют именинника. Четвертыми приготовим яблоки, запеченные с творогом. Блюдо очень вкусное и полезное. Приготовить его сможет каждый. Сначала подготовим начинку. В чашу измельчителя кладем 200 грамм творога. Насыпаем 2 столовые ложки сахара, 1 яичный желток, и 1 чайную ложку молотой корицы. Все измельчаем до однородности. Начинка готова. Берем 6 яблок среднего размера, моем их и срезаем верхнюю часть с хвостиком. У каждого яблока вырезаем серединку с семенами. Это можно делать специальным приспособлением для удаления сердцевины или обычным ножом. Серединку вырезаем не до конца, обязательно оставляем дно в яблоке. Очищенные яблоки начиняем приготовленной творожной начинкой. Начинку кладем в середину и немного сверху. Яблоки переставляем в форму для выпечки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30 минут. Если вы любите более запеченные яблоки, то запекайте дольше. Готовые запеченные яблоки по желанию посыпаем сахарной пудрой. Яблоки с творожной начинкой получились очень вкусными и ароматными. Творог прекрасно сочетается с запеченным яблоком. Готовится такой десерт очень просто и недолго. Главное дождаться, пока запечется. Пятым приготовим пирожное с яблоками. Готовится оно несложно, получается очень вкусным и его хватит даже на большую семью. Сначала приготовим тесто. С одного лимона снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимать нужно только желтый слой. В миску кладем 380 грамм мягкого сливочного масла. Взбиваем миксером, постепенно добавляя 150 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Масло с сахаром взбиваем примерно 2-3 минуты до бела. В масляную смесь добавляем 3 яйца и взбиваем до однородности. Сюда же в тесто добавляем немного муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем и добавляем цедру лимона. Снова добавляем муку. Всего понадобится приблизительно 700 грамм муки. Тесто скатываем в комок, заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут. Пока настаивается тесто, делаем начинку. 1,5 килограмма кисло-сладких яблок очищаем от сердцевины и шкурки. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. С одного лимона выдавливаем сок. В кастрюлю кладем тертые яблоки и наливаем лимонный сок. Кастрюлю ставим на плиту и все варим на маленьком огне, периодически перемешивая примерно 10-15 минут. Нужно, чтобы испарилась вся жидкость. Кастрюлю снимаем с огня и сразу же насыпаем 150 грамм сахара и 1 столовую ложку молотой корицы. Все перемешиваем и даем немного остыть. Готовое тесто достаем из холодильника и разделяем его на 2 одинаковые части. Одну часть теста раскатываем в прямоугольный пласт по размеру пергаментной бумаги, которую будем класть на противень.
На раскатанный лист теста наклеиваем пергаментную бумагу и переносим его на противень. Сверху на тесто равномерно выкладываем уже остывшую яблочную начинку. Второй кусок теста также раскатываем в прямоугольный пласт. Размер раскатанного теста точно так же измеряем с помощью листа пергаментной бумаги. Раскатанный лист теста кладем сверху начинки с помощью силиконового коврика. Противень ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Делаем помадку для пирожного. 100 г сахарной пудры смешиваем с 2 столовыми ложками теплой воды. Помадкой смазываем сверху уже испеченное еще горячее пирожное. Остывшее пирожное нарезаем порционными кусками. Яблочное пирожное получилось очень вкусным. Кисло-сладкая начинка с приятным ароматом корицы отлично сочетается с рассыпчатым песочным тестом. Обязательно приготовьте такое пирожное в сезон яблок, это очень вкусно. Если вам понравились такие блюда с яблоками, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.